Как манипулировать нарциссом? Это такой вопрос, который я постоянно слышу. И, как правило, я говорю о том, что если вы находитесь в токсичных, разрушительных отношениях с нарциссом, и он вами манипулирует, вам не нужно его зеркалить, и нужно подумать, как из этих отношений уйти, потому что эти отношения прежде всего приносят вред вам. Но есть ситуации, когда отношения с нарциссом разорвать нельзя. Потому что, предположим, вас связывает общее, не знаю, жилье, дети, это если вы партнеры. Или, предположим, это ваш какой-то родственник. Или, скажем, вы работаете на этого человека, ну и вы просто не можете сейчас по каким-то условиям, по каким-то причинам отказаться от этой работы. То есть мы сегодня говорим о ситуациях, когда отношения с нарциссом есть, вы понимаете, что они разрушительные, вы понимаете, что он относится к вам вот так вот абьюзивно, но вы по каким-то причинам не можете эти отношения просто взять и разорвать. И как в такой ситуации поступать, как, собственно, можно манипулировать нарциссом так, чтобы просто сберечь себя. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы говорим о том, как можно взаимодействовать с нарциссом в условиях его вот этой вот жесткой такой манипулятивной, какой-то недружественной игры в отношениях. Как вы можете отстоять свои интересы. Если эта тема кажется вам интересной, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Итак, вы находитесь в отношениях с нарциссом. Это отношения с человеком, который по определению недоговороспособен, то есть вы с ним не можете договариваться, поэтому вы считаете эти отношения разрушительными. И вам нужно что-то вот получить от него. Вы не можете получить это путем там, не знаю, договора или какого-то компромисса. Вам нужно каким-то образом проактивно себя вести. То есть, как правило, нарцисс что-то с вас получает, нарцисс что-то от вас требует, и вы просто реагируете на него. А как вам начать вести себя, проактивно, так чтобы инициатива была на вашей стороне? Первая стадия — это подстройка. Вы начинаете зеркалить его ценности, вы знаете же, что он хочет услышать. Вам нужно примерно то, что ему нравится слышать, ему и говорить. То есть просто немножко заметьте, где он там немножко, так сказать, звездит, где у него какие-то есть яркости, что ему нравится в себе. Вы просто это проговариваете. Что ты такой молодец здесь? Здесь у тебя, на самом деле, лучшая машина, не знаю, во дворе стоит, там еще чего-нибудь. Ключевой момент здесь, чтобы вы не потеряли себя, и это не должно быть такое, что вы переключаетесь на другого человека, теряя себя, как это бывает, когда нарцисс из вас вытягивает этот нарциссический ресурс. Здесь вы просто, так сказать, подстраиваетесь, чтобы попасть в зону привилегированных, когда нарцисс понимает, что вот этот человек мне много дает этого нарциссического ресурса, он как-то меня, дает мне эти признаки моей значимости и как-то мной восхищается. Вторая стадия — это вербовка. Здесь вам нужно направить энергию нарцисса. То есть нарциссы любят все как-то контролировать, чувствовать, что я всем владею. Он чувствует, что если я на коне, то я такой энергичный. То есть, предположим, если вам нужно, чтобы это, мужчина, чтобы он вступил в родительский комитет. Он вроде как изначально, вы знаете, что, скорее всего, такого не любит и туда сам не пойдет, а вам это необходимо. Значит, вы ему просто начинаете говорить что-нибудь вроде там, знаешь, ты бы там был бы самым, не знаю, самым каким-то классным или самым богатым из всех родителей, или у тебя была бы там ты самый умный, никого нет человека такой профессии, как ты, никого нету других людей таких заслуженных. То есть вы каким-то образом ему говорите такие вещи, которые он он принимает, ему приятно это слышать, и он начинает покупать эту идею. Он думает, да, действительно, если я буду ходить, скажем, в этот родительский комитет, то там я смогу как-то показывать свою такую значимость. Действительно, потому что вы подсветили то, что у него есть такое уникальное, какое-то лучшее. В таком смысле вы просто добиваетесь то, что нужно вам, а он, соответственно, вроде тоже, ему кажется, что в своих интересах делает какое-то доброе дело, не знаю, в родительский комитет пошел или сделал какой-то ремонт, или, не знаю, сделал что-то. И я хочу напомнить, что я провожу курс про отношения. Скоро запускается очередной поток. Это курс, где мы говорим о том, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как выйти из этих отношений и как восстановиться после выхода из разрушительных отношений. Информация о курсе есть в ссылке под видео. Третья стадия — это, грубо говоря, утилизация. Это ситуация, когда цель достигнута. Вы просто эмоционально охлаждаетесь, дистанцируетесь, не даете подпитки, включается эта стратегия серого камня. Таким образом, нарцисс теряет интерес, у него есть, возможно, какое-то разочарование, и он переключается на какие-то другие сферы своей жизни, где он также может получать этот нарциссический ресурс. Может быть, иногда это даже будет, так сказать, просоциально что-то, такое что-то здоровое. Предположим, скажем, с этим примером, с родительским комитетом. Он пошел на родительский комитет, там он получает какое-то восхищение, то, что он действительно какой-то образованный или богатый, еще чего-то, от других этих этого коллектива родительского. Вы уходите в зону серого камня, дистанцируетесь, и он переключается на этот родительский комитет. В результате он например, становится председателем или каким-то активистом этого родительского комитета. И в принципе это лучше вообще для всех.
Я хочу подчеркнуть, что я против стигматизации нарциссов. Именно поэтому я всегда говорю, люди с ярко выраженными нарциссическими чертами, а не просто нарцисс, что как бы легче сказать, чтобы не было путаницы между человеком, которого мы просто называем нарциссом, и людьми с нарциссическим расстройством личности. Людей с нарциссическим расстройством личности немного. Как бы вам ни хотелось, чтобы я сказал обратно. Их от половины до 1% в мире, так, по данным каким-то ВОЗ. Поэтому, как правило, мы сталкиваемся с людьми с ярко выраженными нарциссическими чертами. Бывает так, что они выражаются только в близких отношениях. То есть так-то человек этот адаптивен, у него нигде это больше не проявляется. Но какая разница, если вам от этого плохо? Так вот, если вы находитесь в отношениях разрушительных, где вам плохо от нарциссических проявлений другого человека, иногда, когда вы не имеете возможности просто, так сказать, решить дело радикально и уйти из этих отношений, нужно иметь какие-то инструменты взаимодействия. Я здесь не призываю ни в коем случае становиться как нарцисс, каким-то манипулятором нарциссов, чтобы вы становились каким-то таким человеком, нечистым на руку. Просто иногда, чем больше ты разбираешься в том, как ведет себя другой человек, чем больше ты разбираешься в том, как прежде всего, конечно, ведешь себя ты в этих отношениях, есть разные такие моменты, разные инструменты, как можно иначе вести себя в той или иной ситуации. Потому что можно устраивать какие-то скандалы, например, пример с родительским комитетом. Можно устроить, например, скандалы, давить на нарцисса. Вы знаете, чем это закончится. Он с удовольствием войдет в эту драку, так сказать, словесную, чтобы получить больше эмоций от вас. Чтобы вы больше расстраивались, он больше чувствовал себя значимым и ценным, что она рядом со мной расстраивается, не уходит, значит я такой ценный. Или, например, вы можете включить эту пассивную агрессию, обижаться на него. Тоже это вы обижаетесь, он обижается. Опять же, это его игра, это не ваша игра. Если вам нужно добиться какой-то цели, ради, скажем, ради себя, ради ребенка, ради того же этого человека с нарциссическими чертами, ради всего этого коллектива, иногда нужно, быть проявить более такие изящные какие-то способы взаимодействия, о которых я, собственно, в этом видео и говорил. Если вы понимаете, что вам сложно разобраться со своими этими ярко выраженными нарциссическими чертами, или вы понимаете, что вы находитесь в отношениях с таким человеком и не можете в этом разобраться самостоятельно, можете записаться ко мне на консультацию, ссылки под видео на мои соцсети, пишите мне личное сообщение, мы с вами договоримся. Я вам предложил один из нескольких возможных вариантов, как можно взаимодействовать с нарциссом в ситуации, когда ты из этих отношений выйти не можешь. И если у вас есть пример на собственном опыте, как вы взаимодействовали с нарциссом, я буду рад, если вы поделитесь им в комментариях. Я вам, опять же, напоминаю, что у меня очень часто под видео, продолжение тематическое видео, оно имеет в комментариях, потому что многие зрители, которых это видео как-то трогает, они делятся своим опытом, это очень важно. Конечно, помните о том, что это публичное пространство, и вы должны делиться какой-то безопасной для себя информацией, но, как правило, это достаточно просто подобрать правильные формулировки, и это очень важно, потому что ты видишь, сколько людей сталкивались с ситуацией, с которой ты столкнулся, сколько людей реагировали так же, сколько людей реагировали как-то иначе, так, как тебе в голову не пришло. Поэтому часто бывает так, что под моими видео комментарии читать даже интереснее, чем смотреть видео. Нет, конечно, видео интереснее смотреть, но комментарии тоже неплохие. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.